Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что обязательно нужно держать на обеденном столе, для того, чтобы в вашем доме всегда были деньги. Друзья, очень важная и ценная информация, которую обязательно досмотрите до конца. В каждом доме без исключения есть стол. Кто-то любит большие столы, кто-то маленькие, кто-то круглой или овальной формы, кто-то квадратной и прямоугольной, а кто-то и вовсе предпочитает нестандартную форму. Есть столы из различных материалов: пластика, прессованного дерева, стекла, гранита, дерева. И каждый из таких столов несет в дом свою энергетику. У одних она сильная и положительная, а вот у других слабая и негативная. Так, например, деревянный стол будет привлекать в дом изобилие, благополучие, богатство, а стеклянный стол будет привлекать денежные потери, скандалы и ссоры. В доме с пластмассовым столом будут постоянные неудачи, а успех будут обходить стороной. Денежные проблемы будут приумножаться, а вот стол из гранита притянет слабое биополе к членам семьи и сделает энергетику жилья негативной. Будет ощущаться недомогание и нежелание ставить перед собой какие-либо цели и добиваться их. Хорошо, когда деревянный стол в доме круглой или овальной формы. Это будет помогать потокам сильных энергий находиться в беспрерывном русле. Никогда неудачи не будут наполнять такой дом. Может быть стол и квадратный, и прямоугольный. Тогда в доме будет стабильность во всем, начиная от личной жизни, заканчивая успехами в карьере или в собственном бизнесе. Но такие столы, как сейчас модно, в форме листа, капли, ничего хорошего не привлекут в ваш дом. Вы только будете думать, что достигаете своих целей, как все будет валиться у вас из рук, и вы будете возвращаться в то место, с которого начали свой путь. Со временем это приведет к тому, что вы потеряете то, над чем так долго работали и на что потратили много сил, а семья, сидящая за таким столом, будет не крепкой, поэтому не рискуйте и изначально подберите себе стол правильной формы. А о столах из других материалов вообще стоит забыть, чтобы не привлечь в дом беды и разочарования. Допустим, только стол из прессованного дерева или опилок. Он не будет таким сильным, как деревянный, но и вред приносить в ваш дом тоже не будет. Стол – это ваш символ вашего семейного единства и достатка. Он будет помогать и привлекать в ваш дом все то, о чем вы будете мечтать, а связь с энергетическим каналом, который имеется у этого сакрального предмета, будет неразрывной, благодаря чему все энергии, которые будут его окружать, приумножаться будут и быстро распространяться по дому. Никогда не ругайтесь за обеденным столом, иначе в дом придут недопонимания, размолвки и утратится крепкая связь. Не стучите по нему ничем, и в том числе кухонной утварью, иначе беда постучит в вашу дверь. Нельзя стучать и кулаком. Вы привлечете к себе страх и агрессию со стороны других людей. Не ставьте за него со злостью посуду. Не накрывайте его в гневе, так как это разрушит энергетику вашего жилья, и в дом придет безденежье. К столу нужно относиться с уважением, накрывать его только в хорошем настроении, тогда в доме всегда будет покой и достаток. Не сметайте крошки со стола рукой, будут неприятные денежные расходы, которые очень сильно вас расстроят. Не сметайте и рукавом, так как о вас будут сильно сплетничать, что вгонит вас в депрессию. Для этого должна быть специальная мочалочка. Так, во время уборки, оказывая уважение столу, вы будете привлекать светлые энергии и денежную в том числе. На столе не должна стоять и пустая посуда, так как эта энергия приумножится и наполнит ваш дом. А эта энергетика пустоты может чего принести? Конечно же, друзья, ничего хорошего. Все члены семьи будут только терять все ценное. А на это место будут приходить негативные энергии, которые постепенно будут окружать и разрушать биополе, из-за чего люди будут ощущать недомогание, слабость, нежелание браться за новые дела и покорять вершины. Пустой посуде также не место на столе. Это привлечет в дом бедность. Даже у богатого на данном этапе человека может произойти очень неприятный переломный период, который его к этому приведет.
Не стоит рисковать и проверять. Нет ничего сложного в том, чтобы сразу после еды убрать посуду, помыть и разложить по местам. Будете на столе оставлять алкоголь, глава семьи обретет плохую привычку, которая изменит его, и он быстро, к сожалению, сопьется. Не кладите на стол ничего даже на время. Подушка, положенная на стол во время уборки, притянет к тому, чья она болезни. Если часто повторять такое действие, то кто-то в семье может даже умереть. Если, придя с магазина, вы расположите на столе пакеты, сумку, рюкзак, это покажет ваше неуважение к нему, а также разозлит домового, так как он всячески старается поддерживать энергетику таких вещей в чистоте, а вы ему таким поступком мешаете. Ночью из-за этого будете слышать стук, скрип. Если домовой сильно разозлится, то даже его присутствие и дыхание можете услышать возле своей кровати. Положите на стол расческу, привлечете в свою жизнь переживания, оставите ее на нем на ночь, привлечете к себе слезы, которых прольете немало. Не должно на нем оставаться в ночное время и режущие, колющие предметы, потому что это разрушит энергетику жилья, сделает ее слабой. Если вы в какой-то момент не проведете очищающий ритуал, в дом придет злая сущность. За собой ее может привести и человек, который желает, чтобы горе наполнило ваш дом и вынашивает в своем сердце по отношению к вам ненависть. Если стол шатается, это срочно нужно исправить. Если исправить не получается, замените стол, иначе в дом придут серьезные беды, а также нищета. Не должен на столе сидеть и домашний питомец, так как это способно перекрыть энергетические каналы. Если питомец на лапке, расхаживая по дому, подцепит негатив и принесет его на стол, то он распространившись, притянет только неудачи. Нельзя сидеть на столе, так как такое действие притянет в вашу жизнь проблемы. Справившись с одними, будут вокруг вас возникать следующие, и так по кругу. Если на стол сядет незамужняя девушка, женщина, брак, в который вступит, будет неудачным, к тому же быстро распадется. Если на ваш стол сядет кто-то, кто не живет с вами под одной крышей, это привлечет в ваш дом все его проблемы, а он взамен заберет ваше благополучие. Если на стол целенаправленно сядет человек, который вам завидует, он привлечет в ваш дом проклятие, и чем больше и дольше после этого он будет находиться в вашем доме, тем хуже будет для вашей семьи. Поэтому, если вы такое увидели, сразу попросите данного человека уйти, а после его ухода проведите энергетическую чистку с помощью огня. Незамужним девушкам и парням нельзя сидеть на углу стола, иначе одиночество придет в их жизнь. Нельзя есть и на углу стола, уйдет мудрость, и человек совершит поступок, который разрушит его жизнь. Если на углу будет сидеть беременная женщина, это привлечет в ее жизнь слабость, малыш может родиться беспокойным. Не стоит ходить вокруг стола против часовой стрелки, привлечете в дом крупные проблемы. Если вы едете в дорогу и желаете, чтобы она была удачной, подержитесь за край стола и попросите об этом. Если вам предстоит важная сделка, подписание какого-то контракта, положите под скатерть стола лавровый лист перед сделкой. Разомните его, выйдите на улицу и при этом скажите 3 раза такие слова. Все, что задумалось, так и получается. Путь удачный и успешный передо мной открывается. Будут деньги и удача меня сопровождать, к новому жизненному этапу подталкивать. После проделанного у вас все будет хорошо, и все получится так, как вы сами того желаете. Поэтому не переживайте, делайте все, как находите нужным, и получайте желаемый результат. Если желаете, чтобы день был удачным, трижды нарисуйте левой рукой на столе круг по часовой стрелке. При этом обязательно скажите такие слова: «День мой не только удачно начинается, но и удачей завершается». В такой день у вас все будет с легкостью получаться, а также произойдет какое-то приятное событие, которое вас значительно порадует. Чтобы в вашем доме всегда все было хорошо, его наполняли только светлые положительные энергии, а проблемы, недопонимания, злые сущности и ненужные энергии его обходили стороной,
Для этого всегда нужно содержать стол в порядке. На нем должна быть красивая скатерть. Это оберег для дома, и вместе со столом она сможет уберечь ваш дом от любого вида негатива. Чтобы в дом привлекалась удача, на скатерти нужно вышить четырехлистный клевер. Для того, чтобы привлечь любовь, положите под скатерть 2 красные нитки, связанные между собой крепко 2 узелками. Если уже есть любовь в вашей жизни, то при этом проговаривайте такие слова: «Любовь в жизнь мою пришла, за это ее благодарю и приумножиться прошу, чтобы нас всегда счастье окружало, взаимопонимание и уважение не покидало, отношения только крепчали и любым завистникам противостояли». Это поможет сделать ваши отношения необычайно крепкими и приумножить все то хорошее, что есть в вашей жизни. Если же вы еще не нашли любовь, значит, вам нужно проговорить такие слова: «Любовь в жизнь мою приди, меня приятно удиви, пусть суженый найдет, его ожидаю и на энергетическом уровне привлекаю. Любовь будет окружать, радостью сердце наполнять. Будем рука об руку дальше по жизни шагать и никуда друг от друга никогда не отпускать». После проделанного очень в короткий промежуток времени вы встретите своего суженого, с кем у вас обязательно завяжутся красивые отношения. И все это закончится крепким браком. Для того, чтобы привлечь в дом достаток, нужно под скатерть по центру стола разместить купюру большого номинала, 8 раз повернув ее по часовой стрелке. Данная энергия будет только приумножаться и никогда не покинет ваш дом. Такую купюру раз в год нужно менять, покупая на нее что-то для дома, чтобы радовало глаза и грело душу. Если вы разместите под скатертью 3 лавровых листа вокруг купюры, то в дом будет приходить денежная энергия в нужном количестве. Необдуманные денежные траты и потери денег обойдут вас стороной, и получится с легкостью зарабатывать и приумножать все то, что уже имеется. Обязательно на столе должна находиться конфетница. Если вы вспомните, то у каждой бабушки и прабабушки это было обязательно на столе. Только в детстве это воспринималось как что-то волшебное для того, чтобы приносить радость. Это, конечно, так, но имеется у данного действия и еще одно объяснение, которое мало кто знает. В такой способ задабривался домовой. А так как он любитель сладкого, то такое количество сладостей в свободном доступе для него считается, что будет его радовать, а он будет счастлив из-за оказанного внимания, и взамен он будет стараться привлекать в дом только энергии достатка, а также положительные и сильные энергии, а также защищая дом от нечистосердечных людей. Если злой душой человек съедал такую конфету, то домовой ему вместе с ней возвращал весь негатив, который он приносил в данный дом, что быстро ощущалось этим человеком, и он старался больше не приходить в этот дом, а значит и негатив свой держал при себе. Сладости, находясь на столе, способны притягивать в дом достаток, добро, делать отношения между членами семьи более крепкими и искренними. В семье, в которой на столе есть сладости, никогда не будет скандалов и ссор. По конфетам можно сказать и какие события вас ожидают. Если вы съели конфету и оказалось, что она имеет какой-то неприятный привкус, горьковато, это укажет на то, что вас ожидает неприятный жизненный этап. А если вы взяли конфету и случайно проглотили ее целиком, это указывает на то, что кто-то из близких вас обманывает. А если же конфета выпала изо рта, это укажет на то, что беда придет в вашу жизнь, но вы сумеете с ней быстро справиться. Если, когда будете брать конфету, случайно возьмете больше, чем 1 штуку, это укажет на то, что вас ожидает приятное знакомство. Оно может быть как личного характера, так и дружеское, но данный человек оставит из себя приятный след в вашей жизни, а возможно вы и далее пойдете с ним вместе по жизни, поддерживая друг друга и любя. Если конфета выпадет из рук и ударится об стол, это укажет на то, что скоро в дом придут крупные денежные суммы. Если конфета
падая, разобьется, вы сможете удачно продать то, что никак у вас не получалось. Обращайте еще внимание еще и на день, в который упала конфета. В понедельник она способна притянуть болезни, поэтому нужно поберечься. Во вторник кто-то решит посплетничать, а среда, значит, удача придет в вашу жизнь. В четверг стоит ожидать счастливое событие, ну а если это пятница, вы идете не в том направлении, пересмотрите свою дорогу. Суббота, больше времени уделите семье. Воскресенье, вам нужна энергетическая перезагрузка. Если вы чувствуете, что в дом принесли конфеты не от чистого сердца, не кладите их на стол, так как может уйти благополучие. Обращайте внимание на то, в каких обвертках принесли конфеты. Желтые – это к деньгам. Красные – то, о чем мечтаете, скоро сбудутся. Зеленые – получите прибавление к зарплате. Возможно, новую должность. Синие – к счастью, коричневые – к убыткам, фиолетовые – к недомоганиям, серые обвертки – к скандалу, белые – к новому жизненному этапу, и от того, какой он будет, зависит, как вы относитесь к дарителю. Бежевые – не одалживайте деньги, их не вернут, поэтому экономьте. Также на вашем столе всегда должна быть баночка меда. Это сможет сделать дом полным радостных моментов. Свеча зеленого цвета, которую можно периодически поджигать. Она не только будет привлекать денежную энергию, очищать энергетический канал, но и убирать негатив, распространяя сильные энергии по дому. Девочки и мальчики, используйте, пожалуйста, эти знания себе во благо, которые передавались из поколения в поколение. Напрямо, друзья, сейчас вы на экране видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.